Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания комнатных растений и цветов. В этом видео я дам вам несколько полезных советов и рекомендаций по уходу за замиокулькасом, либо, как его еще в народе называют, долларовое дерево, а также как добиться цветения данного растения. Дело в том, что растение цветет достаточно редко, даже в природных условиях оно редко цветет. А вот чтобы добиться его в условиях домашних, комнатных цветения, нужно постараться и создать определенные условия, о которых я вам сегодня расскажу. Первое, что нужно помнить, что растение цветет во взрослом уже состоянии, ему должно быть примерно 5-7 лет, вот тогда можно его простимулировать уже к цветению. Вот такие молодые растения, которым 2 года, они, конечно, молоденькие, цветения от них ждать не стоит. Поэтому нужно запастись терпением и создать благоприятные условия для того, чтобы растение зацвело уже во взрослом состоянии. Первое, о чем нужно помнить, не нужно растению давать слишком большую емкость для роста. То есть растение должно находиться в тесноте. Корневая система должна полностью оплести весь объем грунта, это простимулирует цветение. Слишком широкие большие емкости будут способствовать тому, что растение будет наращивать корневую систему, но в ущерб цветению. Второе, о чем нужно помнить, это, конечно, создание периода покоя. Это происходит примерно в декабре, январе и феврале, в зимний период. В этот период лучше создавать для растения условия с не очень высокой температурой, не выше 20 градусов, но при этом оно должно хорошо освещаться. Для этого подойдет западное, восточное и южное окно. В некоторых случаях можно выращивать и на северном окне, но главное, чтобы растение на нем все-таки чувствовало себя хорошо. Желательно будет дать ему небольшую подсветку где-нибудь примерно в феврале для того, чтобы простимулировать цветение. Второе, точнее третье, о чем нужно помнить, что растению нужен период покоя от полива, от влаги. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, особенно в зимний период. Об этом нужно помнить. Растение накапливает влагу в корневищах, в листьях. Кстати, вот это не побег, не стебель, а именно лист. Он имеет сложную форму, называется он рахис. Итак, ограниченный полив. Ограниченный — это примерно полив один раз в 2-3 недели понемногу, так чтобы увлажнялся только верхний слой грунта. Ни в коем случае не заливайте растения. Ну и обязательно в горшке, в емкости, где у вас растет растение, должен быть дренаж из керамзита. Как пересадить и как правильно посадить замиокулькас, у меня есть отдельное видео, можете посмотреть его на моем канале. Следующая рекомендация по подкормкам. Чтобы замиокулькас зацвел, чтобы простимулировать его цветение, я рекомендую при практически каждом поливе растения добавлять небольшое количество вот такого удобрения. Это монокалий фосфат. Его нужно совсем немножко, буквально половинку чайной ложечки без горки. Растворяем в 1 литре воды. Растворяется это удобрение хорошо, очень быстро. И этим раствором поливаем даже в зимний период. То есть тогда, когда мы редко проводим полив, все равно вносим небольшое количество данного удобрения. Это хорошо стимулирует цветение. Не рекомендую использовать в подкормках азот, так как азот может привести к чрезмерному вызыванию роста, излишнего роста растению, что, конечно, будет в ущерб цветению. Чтобы не тратило растение на рост листьев, а вот чтобы именно простимулировать его цветение, лучше всего подкармливать вот таким минеральным удобрением без азота, в котором содержится большое количество фосфора и калия. Это все стимулирует его к цветению. Также очень важна и температура для того, чтобы простимулировать цветение замиокулькас. Вот в зимний период я рекомендую, чтобы температура не превышала 20 градусов. Лучше, чтобы она была примерно плюс 16, плюс 18 градусов. В принципе, на подоконнике добиться такой температуры очень легко.
никакого труда не составляет, особенно в зимний период. Еще один очень важный момент, о котором многие не знают, это то, что замиокулькас не любит, когда его перемещают на разные подоконники, на разные окна. И вот чтобы растение зацвело, лучше поставить его на одно место, допустим, на западное окно или на восточное окно, и пусть он на нем и растет. В этом случае он привыкает к тому освещению, которое он получает естественным способом, к тем солнечным лучам, которые в определенный момент его освещают. Вот это все способствует тому, что растение в определенный период при благоприятных условиях у вас зацветет. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.